Итак, дорогие друзья, я стою рядом с легкими, а вся наша студия увешана лекарствами от кашля. Этих лекарств без рецепта в аптеках продается великое множество. Но начать мы хотим не с легких, а с желудка. Итак, если вы взрослый человек и у вас кашель, с чем это связано, Герман Шарич? Это может быть связано с рефлюксной болезнью, когда содержимое желудка поднимается в пищевод и, в принципе, может дойти до голосовых связок. Она Обжечь связки? Обжигает и вызывается кашель. Этот кашель характерен, что он очень сильный по утрам. Поэтому, взрослые люди, если вы кашляете, но не простыли, не думайте, что какое-то отношение к вашему кашлю имеет легкие. Вы должны себе ответить на два вопроса. Первое. Нет ли у меня заброса кислого содержимого из желудка на связки, поэтому я кашляю и кашляю. Особенно горизонтально. И второе, это тоже не важно. назначили ли вам новый препарат для снижения артериального давления, потому что препараты из группы ингибиторов АТФ или прилы вызывают у определенного количества людей кашель мучительный. Я специально вернусь вот к этому макету легких, чтобы сказать вам следующее. Если вы пьете лекарства, которые заканчиваются на прил, каптоприл, эналоприл, рамиприл, лизинаприл, то будет раздражаться центр кашлевого рефлекса, и вы будете кашлять. Никакого отношения это не имеет к приобретению препаратов от кашля. Вы должны прийти к врачу, если вы принимаете лекарства с окончанием прил, и сказать: я кашляю, надо что-то делать. Чаще всего доктора меняют эти лекарства на другие, потому что давление снижать нужно. А вот сейчас у нас гости. Это семья с ребенком, мама с сыночком. Идите к нам, пожалуйста. Как тебя зовут, мой Миша. друг? Миша? Да. Сколько тебе лет, Мишань? 7. 7. Ты в школу-то ходишь? Да. Как ты там учишься? Очень классно. Мне Классно? нравится. Да? Ну хорошо. То есть в школе полный порядок. Замечательно. Ты когда-нибудь кашляешь или нет? Мам тебя лечит? Да. Получается у нее? А? Получается у мамы? Ну, сейчас не очень. Почему? Больше недели кашляет, небулайзером пользуемся, пульмикортом, и пока не поправляемся, к сожалению. Так, во-первых, первое, мы не слышим ни одного кашлевого движения. Вот он сидит, он стоит. Мама говорит, все время кашляет, не поправляемся. Хоть бы кашлянул разок, правда? Ну, это да. Ну, Вот мы к же нам пришел боремся. Андрей Петрович не случайно. Андрей Петрович, вы там и останьтесь. Ох, кашлянул по запросам. Мы поняли. Ты маму поддержал, молодец. Значит, это очень важный вопрос. Есть группа лекарств, которые нельзя давать детям во время кашля. Хотя все это лекарства, которые так называемые отхаркивающие средства, вроде бы хорошие. Что это за лекарства, почему и кому их нельзя давать в детском возрасте? Это муколитики, то есть те препараты, которые разжижают мокроту. Если человеку трудно их откашливать, то в этом случае просто разжижать мокроту без возможности дать эту мокроту удалить из легкого, вот это очень проблемно. Это проблема в основном про детей и про пожилых людей, которые не могут кашлять эффективно. Значит, смотрите, такие лекарства нельзя давать детям. Все препараты, разжижающие мокроту, что у маленьких детей нет силы откашлять. Кому еще их нельзя давать? Очень пожилым людей с ослабленной мускулатурой дыхательной. Мы То же самое категорически тетива. запрещаем давать их вообще детям, особенно перед сном. А у нас любимое занятие в России – дать вот эту микстуру от кашля перед тем, как ребенок ложится спать. И он спит в болоте. Вот практически факт. Хочу сейчас вам показать просто графически, почему это опасно. И мы считаем такой кашель неполноценным, а эти лекарства трагически опасными для детей и пожилых людей. Давайте посмотрим на экран. Итак, смотрите.
неполноценный кашель. У ребенка не хватает силы мышечной сделать глубокий вдох и вытолкнуть мокроту из легких. Поэтому мокроты все больше и больше, вы даете вещества, разжижающие мокроту, слизи все больше и больше, кашель все сильнее и сильнее, а отхаркнуть он ничего не может. Вот моей маме 90 лет. В больнице я даже проверила, она сейчас, к великому сожалению, в больнице, чтобы ей не давали эти лекарства. Просто проверила, потому что она не в состоянии откашлять. Поэтому вот этого давать нельзя. А вот это твоя мама умница. Правда, Андрей Да, Петрович? абсолютно. Почему? Потому что это самый эффективный способ доставить лекарство в дыхательную систему, в бронхолегочную систему ребенка. Вот так вот мы даем такую, делаем масочку, и наш молодой человек в масочке дышит лекарственным препаратом. Давайте и он попадает, что происходит. этот лекарственный препарат во все отделы легких. Давайте посмотрим, что происходит, потому что это единственный способ гениальной доставки лекарства в самые нижние отделы легких. Итак, как работает небулайзер? Вот малыш через маску вдыхает лекарство. Лекарство это устремляется вниз через трахею в бронхи, в бронхи крупные, в бронхи мелкие и доходит до самых-самых нижних отделов легких, потому что здесь очень высокая степень раздробления молекул лекарств. И мама поступает абсолютно правильно, давая это ребенку. Эффект, конечно, есть, потому что кашлянул он один раз по заказу мамы, чтобы поддержать ее рассказ. Ребенок кашляет, никак не уймется. А так сам по себе он и не кашляет. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. Подарок нашему Мише. Мишенька, посмотри, Миша, тебе твой тезка Михаил Егорович дарит подарок. А что сказать? Садись, пожалуйста. Спасибо. Еще одну гостью хочу пригласить к нам. Идите к нам, пожалуйста. Вы взрослый человек с кашлем, правильно? Правильно. Два вопроса задаем. Вы принимаете лекарства от давления с окончанием прил, да или нет? Вот у Нет. вас кашель. Сейчас не принимает. Откинули. Усиливается ли кашель в положении лежа? Да, перед сном я не могу без кашля, просто заснуть будет сложно. Первый совет, который мы дадим. Кашель лежа – признак заброса Естественно. кислого содержимого. Надо Совет. пойти к гастроэнтерологу и сделать гастроскопию. Или пойти к лор-врачу и эндоскопом посмотреть, нет ли ожога связок. Потому что мы видим, что у вас нет ОРЗ, нет насморка, нет соплей, а вы кашляете в положении лежа. Это первое. Если окажется, что это есть, вам нужны не лекарства от кашля, а какие лекарства? Лекарства, которые снижают кислотность желудочного сока. Понятно? И ничего больше. Садитесь. Спасибо. А вот если у вас нет заброса, вы взрослый человек и не пьете таблетки от давления с окончанием прил, лизинаприл, энолаприл, моноприл и другие прилы, ничего этого нет. Тогда кашель ваш истинный, и тогда вам нужны лекарства для остановки кашля. У нас есть две группы. Центрального действия, которые действуют на мозг, и периферического. Но, по сути, это одно и то же. Мы отключаем что, Герман Шарович? Мы отключаем кашлевой рефлекс. Вот. Мы активируем блуждающий нерв, и он отключает кашлевой рефлекс. Я не знаю, как в Израиле, у нас в России лучшие препараты от кашля, которые содержат кадеин, сделали строго рецептурными, ну, потому что это правда, кадеин относится к группе наркотических препаратов. Лучше препаратов от кашля не было. Теперь это строго рецептурно. У вас тоже препараты с кадеином? С кадеином, да, ну, часть препаратов сиропов содержатся более слабые препараты из этой группы, которые можно купить без рецепта. Но кадеин тоже по Кадеин рецепту. 100%. Значит, кадеин в мире теперь по рецептам. Бесконечно жаль, потому что нам можно было купить без рецепта, и было нам хорошо. Теперь какой препарат по действию должен содержаться
чтобы блокировать кашель. Это надо прочесть на упаковках. Этот Морфан. препарат называется декстраметорфан. Меторфан. Вот он у нас, вот здесь вот написан. Вот эти лекарства у нас тоже Декстраметорфан. без рецепта. Декстраметорфан – это центрального действия блокатор кашля. Раз. И второй, он у нас тоже висит, вот он. Это вещество называется бутамират. Бутамират – это уже периферического действия. Он тоже блокирует кашель. Вот эти два компонента нужно искать в составе. Но я хочу добавить, что если вы, у вас не простужены, у вас есть кашель, вы должны исключить и заболевание сердца, если кашель у вас лежа, и сделать снимок легких как минимум, чтобы не пропустить опухолевые заболевания. Правильно, потому что при опухолях кашель тоже будет. В общем, кашель – это не такой простой симптом, как температура. Как снизить температуру гораздо легче. Если вы кашляете, и вы взрослый человек, то все гораздо сложнее. Причину кашля намного больше, чем просто вы простыли. Понятно? Поэтому рентген обязательно, не потому что мы ищем пневмонию, а потому что мы боимся рака, который вызывает постоянный кашель. Гастроскопию, если в положении лежа. Если одышка, подумать, что это сердечная недостаточность. Эхокардиография. В общем, причин много, не все так просто. И если вы ребенок или пожилой человек, лекарства, разжижающие мокроту, скорее наносят вред, чем приносят пользу. Вот такой разговор о кашле, о таблетках без рецепта. Ненадолго прервемся, а потом продолжим.